20 февраля эти два милых человечка поженились в Грузии, но они не знали, чем обернется эта поездка. Трэшовая квартира, бессонные ночи, нереальные контрасты, болезнь и обратный полет с температурой. Так что это видео обещает быть супер атмосферным, искренним и эмоциональным. Кстати, почему не в Польше, как нас занесло именно сюда, обязательно отвечу. Запасайтесь чаем и готовьтесь вместе с нами прожить это незабываемое приключение. Не верится, но наше путешествие начинается прямо сейчас. Пока Андрей побежал выбрасывать мусор и мне задним препаратом в аптеку, показываю, что мы все убрали, подготовили квартиру и решили взять большой чемодан, потому что маленькие все-таки не влезли все вещи, учитывая, что мы едем как бы расписываться на свадьбу, и плюс мы там будем неделю отдыхать, так что вот чемодан, 2 рюкзака и мы. Немного переживательно, учитывая, что я сейчас прохожу несколько лечений параллельно, болезни не страшные, если что, не переживайте, но на это будет уходить внимание, я переживаю, как бы не стало хуже, надеюсь, что этого не будет, потому что я человек тревожный в этом плане, у меня постоянно фокус идет на то, что вдруг будет хуже, но вместе с тем, конечно, очень много предвкушения, я пока не знаю, чего ожидать, но я думаю, это будет очень крутая поездка, и знакомство с Грузией пройдет очень душевно. Очень душевно. Изначально мы планировали пожениться в Польше и даже начинали этим заниматься, но вовремя поняли, что это муторно, долго и того не стоит. И максимально случайно узнали про Грузию. Просто чтобы вы понимали, чтобы оформить брак в Польше, вам нужно собрать или сделать триллион документов, при этом по времени вы потратите в лучшем случае полгода, находясь в позиции ждуна, конечно же, ну и денег это будет стоить достаточно. А в Грузии это все может занять 1 день, и нужен вам будет только лишь паспорт. Подробнее эту тему я раскрою в следующем видео, чтобы не нагружать влог, а вы пока можете написать в комментариях вопросы по оформлению брака. Вот что бы вам было интересно узнать из нашего опыта. Я все их учту в написании сценария. Все происходит быстрее, чем я думала. Мы уже вот только приехали за 2 часа и 10 минут до вылета, и уже выстроилась очередь. Мы получили билеты, отдали багаж и идем, направляемся к паспортному контролю. Хочу сказать, что аэропорт во Вроцлаве такой маленький, уютный, и еще очень тихо тут все говорят, вообще не слышно. Со столичными не сравнится. Короче, мы уже сидим, ждем посадку. Тут сейчас как раз происходит посадка на другой самолет. Вот куча людей. Мы с Андреем сидим. Обошли уже, в принципе, всю duty-free зону, но тут маленькая во Вроцлаве. Как я говорила, здесь очень уютный аэропорт. Сейчас будем в Варшаве, и там будет вообще капец какой-то. Да ладно. Urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym. Ура, мы взлетели! Впечатление. Отличные. Поддерживаю. Ой, правда, мы еще крутимся, вертимся. У меня в ушах. О, крутит голову. Впечатление просто невероятно, учитывая то, что... Ладно, позже продолжим. Во-первых, нам несут булочку. Походу. Так как мы долго, уже больше года, получается, не летали, то... нас турбулентит. То у меня просто куча эмоций, впечатлений. И прям класс. Кайфую. И таких полетов будет 2, что особенно прикольно. Но уже не так страшно, потому что мы уже немножко опытные. Но все равно это особый вайб, вот летать на самолетах. И это прям вот бесценно. Ура! Прилетели мы, значит, в Варшаву, прошли паспортный контроль и начали искать место для нашего трансфера. И тут у нас был misunderstanding. Короче, искали мы свой гейт, и полет у нас через 4 часа.
Вот, но он оказался закрыт. Мы не поняли, почему. Спросили у девушки, которая проходила, работницы. Она подумала, что мы летим в Брюссель. Ну, там, типа, сейчас другой отлет был. И, типа, мы не должны были проходить паспорт-контроль. Она нам доказывала это. А потом дошло до нас, что надо было просто сказать, куда мы летим. И потом такая, ага, все, просто потом откроется. Вот так бывает. Закрили курточками і не замітили. Тем временем у нас вечерняя прогулка. Мы гуляем по дьюти-фри зоне. Нам очень весело, потому что уже на самом деле хочется спать, но спать нельзя, спать не... Ну, как бы, может, и можно, но, короче, непрактично. Так что вот, мы гуляем. Возможно, сейчас еще поедим где-то, потому что тут есть мак. До мака доступа у нас нет, поэтому мы пришли в вот такой вот ресторан и взяли журик. Думали еще взять салат, но журик все-таки выиграл. И стоил 2 порции, короче, 60 злотых. Кисленый. Как-то сильно соленый. Ну ладно. Ночной полет прошел быстро. Как ни странно, я уснула, причем крепко. Спасибо за это подушкам, пледам и опускающимся сиденьям. В 3:30 утра мы прилетели в Тбилиси. Сразу при выходе с аэропорта к нам пристал странный водитель, который вовсю пытался доказать, что цены Uber неправильные и ехать надо только с ним. С трудом от него отвязались, доехали до дома, заселились и вырубились. За следующий день, последний перед свадьбой, нам нужно было переделать кучу дел, главное из которых поставить подписи в Доме юстиции. На самом деле крутом месте Грузии, где можно не только пожениться за один день, но и решить примерно 300 других документарных дел. И да, делегировать все оргзадачи свадебному агентству было лучшим решением, потому что это комплексно, избавляет от тревог и дает возможность расслабиться в такой важный день. И неделю все поездки в принципе. Ну вот мы, собственно, и в Доме юстиции. Это слишком быстро, у меня стресс, я не успеваю за всем то, что здесь происходит. Людей здесь просто нереально много. Тут, конечно, не видно, но вообще здание огромезное, и, в принципе, все куда-то летят, куда-то спешат, и мы где-то среди них. По приезду домой столкнулись с милейшей соседкой Наной, которая нам провела целую экскурсию по нашему подъезду, проведя нас по всем квартирам и показав виды сверху. Было задумано, что эти 2 комнаты, они С общей кухни. с общей кухней. Вы будете открывать ключом, но закрывать не будете. Эта встреча наглядно показала, что грузины очень гостеприимные люди, открытые к знакомствам и готовые всегда помочь. Позже мы в этом не раз убедились на улице. Стоило нам замедлиться, проверяя маршрут на картах, как к нам сразу подходили местные и спрашивали, нужна ли помощь. Также в этот день мы купили местные сим-карты. В сумме связи интернет за неделю жизни в Грузии обошлись примерно в 40 лари на двоих. Мы выбрали MyMakti, тут выгодные пакеты и их легко можно активировать в приложении. Еще, кстати, закупились продуктами, и это была прям отдельная история. Можете остановить видео и почитать мои наблюдения о магазинах в Грузии. Доброе утро, жених. Доброе утро, невеста. У нас тут праздничный завтрак. Вот такая вот сладость. И чурчхела. Ага. И чай. И мы. И дуйчик. Да, как вы поняли, у меня 2 платья, еще и пиджак. Взяла с собой на всякий случай. В этом я буду, собственно, на церемонии, а это оно как запасное и больше как для фотосессий. Мы сначала взяли его, купили, но потом оно не очень понравилось, и в итоге мы случайно нашли это, и, в общем, получилось, что у меня 2 платья. Так что, возможно, я его одену уже дома, когда будем просто для себя фотографироваться. Волнения, в принципе, нет, потому что мы все спланировали по времени, день расписали, чтобы ничего не забыть и не спешить, так что все нормально, плюс у нас организатор. Вот. Единственное, конечно, есть моя привычная тревожность по съемке, но Андрей ее своим спокойствием подавляет. Дорогой жених, как вы себя чувствуете в такой важный, прекрасный день?
Жених говорит, уровень переживания смотреть в магазин, что там делают люди. Интересно очень. В принципе, все отлично, как Катя уже сказала, подготовились, все, план есть. Думаю, все пройдет замечательно, погода отличная, все прекрасно. Утром к нам домой приехали наш организатор и визажист-стилист. Это было очень удобно, потому что не пришлось с утра тратить время и силы на дорогу до салона. Кстати, если вы планируете пожениться в ближайшее время, то с уверенностью могу рекомендовать свадебное агентство Ori Wedding. Они команда профессиональных организаторов, которые помогут реализовать любую вашу свадебную задумку или просто зарегистрировать брак, как это было у нас в Грузии, а еще на Кипре и в Греции. Вы можете с ними связаться, уточнить все вопросы, и если вам все подойдет, то при подаче заявки по промокоду Троценко сможете получить подарок-сюрприз. Контакты агентства оставлю в описании, а промокод будет действовать до октября. Видите, по столбикам. Да, вот, да. Церемония прошла очень трогательно, я даже всплакнула, но я думаю, слова здесь даже не нужны, по нашим лицам все понятно. Как вы поняли, после церемонии мы пошли на фотосессию, а точнее ее продолжение. Облазили самые разные места Тбилиси и за 1,5 часа успели отснять все, что хотели. Это была первая в жизни фотосессия у Андрея и вторая у меня. Но несмотря на это, мы смогли расслабиться, быть разными и просто наслаждаться процессом. Все-таки многое зависит от фотографа, и в этом плане нам тоже повезло. Напишите в комментариях, как вам фото, я лично в восторге от красоты, качества и нас. На нее посмотри. Посмотри. Это очень смешно, Милане. Жених идет. Ой. Уже муж. Уже муж, прикинь. Да. Обалдеть. Куда нам дальше? Туда, не сюда. Сюда? Ну вообще назад надо вернуться. Ладно. Погуляли и уходим. Хоть поснимаю немного нас, себя и мужа. Жена. Угу. Пришли, значит, в грузинский ресторан отметить, конечно же, куда еще? В Грузии грузинскую кухню надо пробовать. В общем, взяли 2 супа. У Андрея суп харчо, у меня куриный суп, не помню, как называется, и хинкали тут есть с креветкой, еще с чем-то, и с курицей и чесночным соусом. Думаю, будет вкусно. Сейчас будем тестить. Но я тоже пробовала, смотрите, это такой кусок. Что мне с ним делать, я не знаю. Ребята, мы сидим, и тут нам подходят и приносят подарок. Подарок от заведения. Интересно, как нас вычислили? Мы что, сильно похожи на молодоженов? Ну все, придется пить. Грузинское гостеприимство упускать нельзя. Don't forget bug spray. It's perfect for spraying in the face of
hitchhikers. Whoa, an RV? Camping here? Вечером мы воспользовались одним из немногих плюсов квартиры – проектором. Пересмотрели всю церемонию, наслаждались музыкой и немного даже попели. Еще до поездки я переживала за то, как пройдет этот день и в каком состоянии буду, поэтому ставила на него особое намерение, поддерживала связь с собой и по максимуму старалась быть в настоящем моменте, благодаря чему наш день прошел неторопливо, спокойно, в любви и заботе друг к другу. И еще забавный факт. Познакомились мы с Андреем в Украине, предложение он сделал в Болгарии, живем мы в Польше, а поженились в Грузии. Чисто в нашем travel-стиле. Третий день, если я не ошибаюсь, в Грузии. Мы только что воняет сигаретами. Мы только что сняли часть выпуска, travel-выпуска про Тбилиси. Устали, конечно, пипец, но мы молодцы, продуктивно все. Я вообще давно ничего не снимала для влога, потому что и так много всего происходит. Вот, сейчас идем в ресторан грузинский. У нас такой план каждый день ходить в какой-то, так, как бы обойти, в какой-то ресторан грузинский и пробовать разные блюда национальные. Атмосфера здесь, конечно, не самая спокойная, громкая, напряженная, скажем так. Во-первых, в плане трафика, во-вторых, в плане людей. Вот, это еще тут их мало, а так, в принципе, здесь людно, шумно и очень много продавал, которые все продвигают, рекламируют, и от них просто очень тяжело как-то отмазаться. Но и в то же время здесь атмосферно, и местами бывает очень даже спокойно. Вот, видео как раз том увидите. Итак, мы пришли в новое заведение, и нам почти уже все принесли. Это чай и вот такая вот холодная закуска, баклажаны с орехами и гранатом. Еще ждем хачапури и будем, не, в принципе, уже будем есть, вот, и пробовать, как там. Ставлю плюс. Да, супер. Ну їх мало, вибору небагато, от м'яса. С утра Андрею уже стало хуже, но тем не менее мы поехали снимать следующие места Тбилиси. Когда время ограничено, вариантов особо нет. Объездили разные районы, снова удивлялись от местных контрастов и познакомились с милой собачкой Бубой. Одна из локаций по плану была гора Мтацминда, и если наверх мы поднимались на фуникулере, то вниз на такси. И это был ад. Я серьезно думала, что меня вырвет, потому что серпантины тут слишком крутые. И если честно, когда я вышла с машины после поездки, меня прям накрыло. Настолько уже накопилось стресса за все это время в Грузии. На этот раз Андрей уже конкретно заболел, температура поднялась до 39, потому что, да, замерз, как и я, во время фотосессии. А я напоминаю, что это был конец февраля. Так что в этот день я путешествовала по Тбилиси одна. Остались, кстати, самые красивые места по закону подлости для Андрея, но они находились далеко друг от друга. Поэтому пришлось 3 раза ездить на такси. Благо, оно тут бюджетное, и зато послушала грузинскую музыку. Мне она показалась очень душевной, хотя по лицу не скажешь. Ну а вечером мы решили гулять да гулять и заказали кучу грузинских блюд на дом, понимая, что до вылета мы уже не выйдем. Итак, что у нас тут есть? Вот такая вот закусочка из свеклы, по-моему. Выглядит интересно. Кебаб с лавашом, но тут его не видно. Потом уже откроем. Здесь у нас находится, я так понимаю, соус. Забыла, как называется. Бажи. По-моему, бажи называется. Это у нас суп, тыквенный суп. Не очень грузинское. Ну, какое есть, да, может не грузинское, но должно быть вкусное. Здесь у нас хачапури по-аджарски. Туда яйцо ушло в сторону. Пахнет прям выпечкой приятно. И тут у нас хинкали. Сейчас посмотрим. Блин, мы вообще впервые доставку такую заказываем. Ту-ру-ру. Хорошо выглядит. Красиво, оно все такое теплое. Пахнет так, как надо. Будем есть? Будем есть.
Короче, грузинская кухня — это любовь, но если бы не меньше солили, было бы намного вкуснее, лучше, потому что соли реально очень много, я не ожидала. Но в целом еда очень вкусная, она такая прям близкая к душе, такая родная. Вот, так что мы рады, что попробовали вот это вот все, да, и не прогадали с местами. Итак, приглашаю вас к нам на рум-тур. Квартира у нас маленькая, двухэтажная. На первом этаже, если можно так сказать, находится кухня и душевая, наверху спальня. И что могу тут сказать? Пространства тут, правда, мало, тут, в принципе, ничего интересного. Кухня маленькая, из интересных нюансов, сказала, ничего интересного. Из интересных нюансов тут есть как бы стиралка, и Андрей нашел такой прикол. Там, как вы видите, находится сковородка, на нее капает вода, а рядом находится розетка. Все правильно, все логично, безопасно. Плита здесь маленькая, духовки нет, короче, в этой квартире долго не проживешь. Вот, но, в принципе, посуды немного есть. Нам всего хватило. Вид здесь вот такой вот. Во-первых, окна старые, это значит, с них дует, в квартире холодно. Во-вторых, вид тут на дорогу, которая одна из самых таких активных. Здесь постоянно ездят машины, поэтому здесь ужасно громко. И когда мы спим, мы постоянно просыпаемся от этих звуков. Так что спать здесь некомфортно. Еще здесь сразу находится магазин. Ну, там еще банкомат, короче, очень удобно, и аптека. Через дорогу все находится. А вдалеке даже видно там гору, на которой мы были, Мтацминда. И сейчас ее отсюда видно, потому что еще зима, и это дерево не расцвело. Еще тут есть цветочек. Такой полуувявший, но миленький, олицетворяющий всю эту квартиру. Время душевой. Тут она в туалетном месте, такой вот красный стиль. Сразу скажу, что эта штука отпадает. Да, минусов в этой квартире много. Готовьтесь. Душевая вот эта вот штука, она как бы поломанная, потом вода летит вообще отовсюду. И, в принципе, здесь очень холодный пол, поэтому, да, мы ходим в тапочках и, в принципе, да, холодно, короче. Вот, зеркало, ну, примерно таким же грязным и было. Умывальник, ну и, собственно, ложить вещи можно только где-то вот здесь. Все. Поворачиваем налево от Андрея и идем по лестнице. Кстати, слышите, да, звуки? Вот так громко у нас всегда. Лестница скрипучая, но, кстати, мило. Двухэтажные квартиры — это мило, это правда. Тут у нас находится, ну вот сразу покажу, вешалка, куда мы вешали только наши вот свадебные наряды. Одежду кидали сюда, тут такой столик и, собственно, кровать, да, вот такая вот спальня. И здесь очень крутая зона, на самом деле, это проектор с гамаком. То есть тут проектор работает на стену, и на стене светит, и там можно смотреть разные фильмы. Хорошо, что мы взяли ноут для этих целей. А гамак, я сначала его боялась, потому что как бы стрёмно, да, висеть над пропастью, но Андрей бесстрашный меня успокоил, и мы там немножко повалялись, но это больно, лучше туда что-то ложить, какое-то одеяло, и на него лежать. Но вообще идея крутая. Вот, и еще там есть кондиционер. А это малюсенькие окна. И еще покажу вам подъезд, потому что он атмосферный, и да, мы живем в старом доме. Сразу как выходим, у нас видно вот такую вот лестницу, которая ведет наверх, она еще такая необычная, вообще неожиданная, скажем так. Здесь с окон видно такой типа внутренний дворик. Но я уже снимала тут кадры, мы тут как-то ходили, путешествовали. И вот наша квартира. И мы тут спускаемся вниз по такой вот лестнице. И внизу тоже такой интересный подъезд получается. С одной стороны тут зеркало, и можно на себя хоть где-то посмотреть, потому что в нашей квартире зеркало маленькое. Вот. А с другой стороны, неожиданно, тут есть какие-то такие баночки, вообще прикольные, разрисованные. Это такой неожиданный факт в этой квартире. Вот. Здесь находится одна дверь, и там еще решетка, так что здесь, по сути, безопасно. Еще, кстати, есть камера. Так что, да, квартира интересная, опыт у нас прикольный. Вот, очень много минусов, но, тем не менее,
Нам нравится, мы везде ищем плюсы, куда же без этого. Так что рада, что пожили здесь. Мне не передать всю боль. Это крах. Я была сильно мягкой, когда говорила об этой квартире. Она ужасная. Это худшая квартира, в которой мы когда-либо жили, потому что здесь вообще нереально спать. Чтобы вы понимали, я легла с температурой 38, и у нас было где-то часа 4, чтобы поспать. Мы с Андреем не поспали ровным счетом ни хрена, потому что здесь очень громко, как вы слышите. И сегодня, получается, суббота, поэтому сегодня особенно громко. И просто вообще не получилось спать. Спасибо Фарвексу, который меня спас и немного снизил температуру, но это жесть. Никому не советую, никогда не берите квартиры там, где мало отзывов. И не берите в старых домах, потому что ну нахрен. Короче говоря, я счастлива отсюда ехать. И очень рада, что следующие дни я смогу нормально спать в нашей уютной квартирке во Вроцлаве. И будет все намного приятнее, я смогу выздороветь. Но перед этим нужно было проделать долгий путь домой, а он был сложный. На таблетках и в тревожности, еще и полет задержался на 1,5 часа. Так что, если подводить итог всей поездки, то она получилась разной. Не такой легкой, как я себе представляла, но поучающей и запоминающейся, это точно. Мы очень устали за эту неделю, зато главная цель была выполнена. Спасибо, что прожили с нами это важное путешествие и посмотрели этот влог до конца. Жду ваших вопросов для следующего видео в комментариях и увидимся совсем скоро. Пока!